я такой Хайоси? Ты кто такой? Привет. Хайоси такой кот, да. Не надо меня бояться, Хайоси. Привет. Ой. 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 Ай, ты морда какая. Хорошая морда такая. Красивая. Да, ты такой кот, да. Ай, ты играться хочешь, кошак, играться хочет, играться. Доброе утро. О, поднял мне настроение. Пятница за бортом. Ленинградская область. 100 тут с чем-то километров мне до выгрузки. Нашел какую-то стоянку по дорожной сети. Плюс ее в том, что вон трасса. Видите, как далеко тут? 500 метров от дороги. Тишина. Деревня. Только во, друг бегает. Ай, ты играться будешь, да? Когда я заезжал, этот охранник тут говорит, это душ, баня. Правда, я не знаю, где тут баня. Но вон там труба какая-то торчит. Я говорю, нет, спасибо. Что-то, может, сегодня уже домой отмашку дадут. Да как-то не хочется. Вот, а так я заезжал, стоял он тут ман, и он та Вольво. Ну вот еще после меня. Видите, Вольво, КамАЗик, и там рядом со мной еще маленький КамАЗик приехал. Ну, переночевал. Тихо, мирно, спокойно. Даже заправка какая-то. Можно заправиться, наверное, подешевле. Интернет летает. Только у меня ноутбук не работает. Гнездо накрылось. Зарядное. Вот. Ну, сейчас поедем. Да, мальчик? Поедем? Arbeiten? Unten Disziplinen? Деревня называется Лужа. Ну, так и есть. Лужи. Все правильно сказал, километров до выгрузки, до этих складов, Логистера, Колпино. На КАТ зайдем по Софийской, будем уходить в сторону Колпино и там рядышком. Через 400 метров поверните направо. Сейчас 20 минут 9. Если без пробок, то к 10 приедем. Так-то, ну, переночевать чисто, да, заехал, да, тихо, спокойно. Машины не гудят, не жужжат, особенно если это летом. Так, от дороги съехал. Типа автохуфа даже получается, как бы. Вот видите, Санкт-Петербург, 84 километра. Получается, якобы почти автохов. Автохов же в Европе тоже, в Германии. В сторону съезжаешь, все, там тишина. Правда, бабла платишь намеренно. Поехали. Санкт-Петербург смотреть. 1000 лет в Питере не было. Ой, я не помню, когда даже был здесь. Ну, когда? Года 2, наверное, назад. Давненько. Северную столицу не посещали.
Панорама, прорыв. Сейчас тут недавно я шильду увидел. Вот буквально в поселке. 360 тысяч человек на этом месте погибло. А это Кировск. Только не тот. Ой, тихо, 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 тихо. Это Ленинградский Кировск. Вон, видишь, кораблик, он шпарит по Неве. На всех парусах. Подлетаем, Всеволожский район. Было дело, тут во Всеволожске грузились на Чехию. Даже прямо это. На кругорейсах были. Здесь этот завод, этот легковые, я не помню, какой марки только собирали. Отсюда тару увозили, выгружали на том же месте, там в Чехии грузили запчасти и сюда, и так вот туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Как электричка одно время катались. Вчера тоже много было там, да, вот это, Ладейное поле, вот все это, там тоже места такие красивые. Ну, увы, там было темно, нифига не видно. Там тоже реки, каналы, есть на что посмотреть. У нас 24 километра до КАДа и 48 до выгрузки. Нифига себе. Всего лишь одну полосу закрыли, ремонт. И уже километров 5 стоит. Представляете, что тут будет сегодня вечером? Тут вообще все будет на глушняк в сторону Мурманска. Пятница сегодня. Ну, практически от КАДа уже становится. Километров 5 добрых. Готовьтесь через 800 метров держаться правее. Привет! Культурная столица. Сколько лет, сколько зим. Так, нам сейчас чуть-чуть с правой, потом левей. Через 10 метров держитесь правее. Прямо дальше в Питер, ну типа вообще грузовикам нельзя. Через 80 метров держитесь правее. Тихо, тихо, Через тихо. 250 метров У нас держитесь второй правее. ярус есть, поэтому закладывать нельзя. Питер, Питер, Питер. Красивый город, красивый. Центр особенно, это вообще. Смотреть, не пересмотреть. Может, и поедем еще в Питер грузиться, я ж не знаю. Чурупига. Да ехай, ехай. Торопишься ты, так смотрю, очень сильно. Значит, куда-то тебе надо срочно. Километров по КАДу и потом на Софийку уходим. И по ней еще там 12, и мы на месте в Колпино. 9:30. Если не упремся, по-моему, мы уже упираемся. Ну да. Все, не успели выехать, он уже, смотрите, нарисован.
Сейчас у Яндекса спросим. Яндекс говорит, что мы тут на полчаса прилипли. На 4 километра пробка до Невы. После Невы поедем, а после Невы мы уже сходим. После Невы мы уже будем и там и уезжать. Не сразу, попозже. Яндекс рисует часик нам в общей сложности. Ну, значит, задерживаемся на часик. Есть свои плюсы, да, в пробках. Можно на Неву спокойно, без суеты посмотреть. Вообще, для этого надо было в том ряду ехать, в крайнем. Сильно не посмотришь без суеты. То есть без помех. Сколько катеров-то прогулочных, да, вон, смотрите, пришвартовались и все. Лайнеров речных. Толкаемся еще. Ну, уже вот на мост залезли. Сейчас, по идее, если верить Яндексу, то после моста должны побежать. Что, в общем-то, не факт. Поздно я тебя заметил, извини, чтобы запустить. Река Нева. Причина нашей толкотни. Ну, одна из причин. Во-первых, тут вот авария. Они тут тиранулись. А во-вторых, здесь вот две полосы перекрыты. Как раз перед Софийкой моей. И это причина потери 45 минут нашего драгоценного времени. Что-то как-то там все так лихо справа едут. Может, я там смогу проехать справа. Мне вообще направо уходить, на Софийскую надо. Или там все потом будут перестраиваться сюда, левее. Софийскую, тут на Софийскую, мне ж на Софийскую не в город, мне же в область надо, в Колпино. А тут что случилось? Вообще, вон, видите, ман вообще в крайний ряд полез. Крайне левый. Так наглеть-то не будем. Вот она причинка, вот она, да. Что значит, да, мегаполис закрыть парочку полос. Все, катастрофа сразу. Ну что, еще одно ДТП, что ли, блядь?
Я когда в документах увидел Логистера и адрес забил, я вспомнил, я тут был. Вот название мне знакомое, Логистера. Правда, я не помню, что я здесь то ли грузил, то ли выгружал. Вот это вот вспомнить не могу. Но то, что я здесь был, то это факт. Так, он мне сказал 44-е ворота. Здесь сказали, ну, конечно, сюда можно и ночью приезжать, якобы запускают, но, наверное, не бесплатно. Не, наверное, а не бесплатно. Куплю топливо. Краска стоят. Но то, что я здесь был, то это факт. Вот здесь вот мы сейчас станем. Как раз 44-е ворота мои, они здесь как раз все это рядышком. Ага. А, вон, Логистера, все, вижу. Ну, пойдем регистрироваться. Когда нас тут разгрузят, не знаю. Ну, то, что мы приехали. Москву куплю топливо, никто не планирует сдавать. Чуть-чуть вперед. А то вылазить прямо в лужу получается. Ну, что вам сказать? Выгрузка после обеда только. Ну, так сказали. Вартен, снова ждать. Опять ждать. Сегодня пятница, а мы все ждем. Будем ждать, без вариантов. Спросить, может, тут какая столовая есть. На обед сходить. Потом спросим, попозже. Ближе к обеду. Да, не может быть все гладко, правда?
часов уже я простоял. И уже так это и нервничать начал. Пошел, спросил, говорю, вы до какого часа работаете? До 8. А уже время 20 минут 6. Говорю, может, у вас там мои документы куда-нибудь упали, там потерялись, вы их... Что-то, говорю, мы как-то подозрительно стоим. Не-не-не-не. Вот только что позвонили и сказали, мы встаем на 15-е ворота. Так, где у нас 15-е? Так, стоп. Я вижу 13-е. Без цифрок. Ну вот. Ну вот АТЛовский, да, КамАЗ. Вот этот КамАЗ АТЛовский, он же стоял в этом. Тоже там грузился, где я. Вот он выгружается, и я на его место встаю. Он там был, сиди же. Поэтому вот мы ждем, когда вот он отъедет, и я на его место. Как все долго, да? Как все долго, как все долго. Все, бумаги у меня на руках. О, и выгружают меня тоже уже. Отлично. Здесь смотрите, в чем прикол. Видите как? Вот я стою, вон коллега стоит, а я назад гоню, по нему равняюсь. Ну, думаю, так это уже когда рядом с ним, значит, надо уже быть готовым, что упрусь. И тут бах, ну я тихонечко толкал, конечно. И чувствую, что я уперся. Я у него спрашиваю, говорю, что за фигня такая? А у меня, говорит, прицеп на 40 сантиметров обрезан. Так что не пользуйтесь такими ориентирами. Все, мое трихомудие. Гуд. Сейчас выкинут. И все. И погнали. Блин, чё стояли целый день, расскажите мне. Я пока за документами сходил, прихожу, а я уже пустой. Ну, там пару рулонов осталось. Моментом выгрузили. Огонь. 10 минут 7. Самые пробки. Ох, я думаю, сейчас нам тут налево повернуть будет большая проблема. Может, проще повернуть направо и поехать тут вот на кольце, развернуться. Я боюсь, что здесь налево я сейчас хрен поверну. Видите, что делается? Сплошной поток идет. Спасибо, красавчик. Всех поблагодарили, потому что по-другому здесь повернуть бесполезно. Какой план, мистер Икс? План у нас один. Мы едем домой. Пустые. Мы едем домой и будем отдавать машину. Поедет подменный водитель. А мы будем на повышение квалификации пойдем. Надо опять корки АДР буду получать. Представляете? В 17 году, наверное, нет, году 19 у меня АДРовские корочки закончились.
И все. И больше у меня их не было. И вот сейчас вот фирма до этого АДР не возила. Но сейчас под рынок надо подстраиваться. Поэтому у нас сейчас машины оборудуются. И даже уже у меня видел наш DAF стоял. Возят уже, ребята, возят. Повезем и мы. То есть будем учиться и мы, и все, машину под АДР будут оборудовать. Сейчас, ну тут еще вот нас сейчас впереди тоже забавно. Мы едем домой, но мы пойдем не через Езерище, а пойдем такими, ну, интересными местами. Я ни разу там не ездил. Но об этом завтра. Сегодня мы однозначно туда не доедем. Сейчас у нас основная задача сейчас выбраться из Москвы. Мы сейчас едем на КАТ. По КАТу доходим до Киевского. И все, и по Киевскому. Гутафарен, Луга, Псков, 300 метров поверните направо. Эндхаус. Машка хочет развернуть, не хочет через КАТ ехать. Но мы через КАТ едем. Указание у нас такое. 30 метров поверните направо. Пункт весового контроля. Шушары! Шушары, знаменитые шушары. О, пожил я тут в свое время. Лента вот эта вот, что с левой стороны только что проехали. Походил в нее. Тут и с левой стороны таможни, и с правой. Короче, я тут на одной, я тут тоже отбомжевал так. Чуть с пару недель, наверное. Я тут по Питеру все таможни объездил. Ну, может, не совсем все, но очень много таможен побывал, на которых, ну, в свое время. Часто, ладно. Пока я тут ехал, думаю, дай-ка Яндекс это. Смотрю, это, блин, довольно-таки зеленый. Это просто с подписчиком должны там на Киевке встретиться. Забил заправочку. И так Яндекс там только чуть-чуть на съезде мне говорит, что будет немножко плохо. А так ничего критичного. Слава богу. Так, мы сейчас будем правее уходить. Мы сейчас будем правее уходить. Правей. Как-то, ну, не совсем правей. Сейчас левей. Сейчас левей, потом правей. Вот сюда нам надо. Через 400 метров держитесь правее. Не вот сейчас, а вот чуть дальше. Надо тут запутаться 3 секунды. Чуть свернул сюда и поехал в Мурманск разворачиваться. Было такое? Через Проходили? 70 метров держитесь правее. Даже у Маши бывало, тут голова как закружится, она как начнет кричать на непонятном языке, непонятно чего. Через 3 километра. Да, 3 километра. Ну вот сейчас накат тут, чего-то тут притормозили. Заходим 3 километра и сходим в сторону Пулково. Целый день, вот единственное, что про Волынь-Дали выгрузили, блин, за 10 минут, может быстрее даже. Вы представляете, если бы меня утром выгрузили, я бы уже в Беларуси был бы. Это что тут у нас? А, я понял. Я бы уже сегодня в Беларуси в Беларуси бы зашел. Мне до границы 511 километров сейчас показывает. Ну,
может, не зашел бы, во всяком случае, прям к границе бы подобрался. А так почти 7 часов продержать машину, а потом за 20 минут разгрузить. Ха, прикольно. Я говорю, лиховый. Ой, домой хотим, кощелый. Ну, правда, я отъезжал, там еще за мной машина остановилась. Они насобирали под вечер. Мало ли какие дела там. В первую же очередь там стратегические задачи выполняют, а уже вот это все остальное потом. Ладно, нормально все. Мне сегодня главное куда-нибудь туда, под Псков, дойти. Через 1 километр съедьте с автомобиля. Дайте я его обгоню. Держитесь правее. Он очень медленно ездит. Это тоже очень медленно ездит. Хорошо, удивительно, что не во втором ряду, а в первом. Обычно весь дыр-дыр-дыр во второй ряд залезет, и все, вот он, гуськом потом идут друг за дружкой. А нам вот сюда Пулковская. Сейчас на Пулковское сходим. Сюда, да? Сюда. Питер. Вот по улочкам погулять бы. Это надо. Хорошая погода. 70 метров держитесь правее. Луга. Ну да, сегодня бы вот до Пскова было бы вообще в идеале. В Пскове переночевать. И потом с Пскова спокойно. Поедем там заповедниками какими-то. Я уже так интригу приоткрою. Мне просто сказали так, я охренел. Я ни разу там не ездил. Вот сейчас вот здесь вот немножко толкаемся до первого светофора. А дальше вроде все зеленое. Здесь сейчас красное, а дальше все зеленое. Не, я ошибся, не до светофора. Это раньше тут светофоры были. Сейчас здесь светофоров нет. Просто здесь вот с торгового центра выезжают, заезжают туда-сюда. Вот тут пост ДПС. Может, даже работает? Не работает. Одни туда заезжают. Он, видите, как его нагинут. Правильно, лупи его, не надо сигналить. Потом будешь сигналить. Даже камеру поставили на скорость ездит. Наверное, можно скорость нарушить. В этом потоке. Камера на этот, не на скорость, а на этот, на полосу для маршрутных транспортных средств. Вот видите знак, и камера стоит. Может быть, может быть. А нам 4,4 километра до заправки. Где мы по кофейку, наверное, навернем. Сергей должен подъехать. Сейчас должна быть заправочка. Главное, чтобы там место было. Нам приткнуться. С нашими габаритами. 90-60-90, ну тоже неплохие. Ну видите, народ с работы идет, а вдоль дороги чешет.
большая заправка. Должно тут быть. Нормально, найдем мы тут застать. Ну, должен, во всяком случае, найти. Перепроложить. Через 180 метров плавно поверните направо. Ну, нормально, вот так вот и неплохо. Я так никому мешать не буду. Такая грандиозная стройка тут идет. Уже за Лугой сюда, в сторону Пскова. Прям тут, я так думаю, что на 4-полоску будут до конца Ленинградской области, может, гнать. Ну, такая здесь серьезная стройка. Базара нет. Еще где-то километров 70 проехать и там перед Псковом. Я уже наметил себе, где будем на посадку заходить. Ну, время 9:30 уже. Время спать, а мы не ели еще. Серьезно-то, а? Молния. Красавцы, ну, вопросов нет. Надо закругляться на сегодня. Вроде бы день такой, да, ничего не сделал, а упарился. Такое ощущение, как будто косарь сегодня отвалил. Хотя проехал. Сейчас вот 236. И с утра соточка. Ни о чем. Это вот сидение в кабине, это как в режиме ожидания. Ты еще больше устаешь. Сейчас 2 километра и будем на стоянку становиться. 10:30 хватит. На завтра что-то в районе 600 остается как раз до Минска. Поедем новую дорогу завтра изучать. Через заповедники, все дела. А сейчас поедем спать. Если там, конечно, места есть. Ну, должны быть, наверное. Такая трасса. Не сильно загружена. АПП Лобок. Лобок название, это все. С белорусской стороны Езерищен, с российской Лобок. Без комментариев. Что-то вот фонарики, вот походу вот сюда, где эти фонарики. Так, интернет 4G. Это хорошо. Паркинг направо. Подождите. Стоп. Нет, не сюда.
так говорит, что если места сколько-то. Пустая стоянка. 5 машин стоит. Добро, добро. Я понял тебя, понял. Махает, едет, становись. Или проложить. Я, говорит, потом подойду. Обелечу тебя. Не, какой тут что-то даже подобие асфальта какого-то. Через 180 метров поверните направо. Так, стоянка-то не очень большая. Мест хватает. И все, завтра 7:30 стартанем. Туда? Тетушка говорит, поближе прижаться. Как скажете, давайте прижмемся поближе. Ладно, братцы, прижимаемся ближе и баньки. Спасибо за внимание и до завтра. Да, дорожная. Все, спасибо.